Эй, народ, как насчет того, чтобы поговорить насчет Video Game Awards? То самое событие, где Джефф Келли признавался в любви к Кодзиме, ну или то самое, где Doritos и Mountain Dew стали мемом. Еще вы можете помнить, как в прошлом году Реджи вручал там награду за лучшую инди и толкнул проникновеннейшую речь про то, что все, даже самые крупные на данный момент фирмы, были когда-то инди-разработчиками. Чтобы потом сразу после него на сцену вышел Вин Дизель, прорекламил свою убогую игру по Форсажу. Ну и заодно они там игру года вручили. Притом не зная, как произносится ни одно название среди номинантов. We have been gamers. We have been gamers forever. Literally, me and Ben used to just like literally spend all night playing like Tekken Fighter game, Tekken Fighter game, Tekken. Да, именно это шоу мы и обсудим. И нет, я здесь не для того, чтобы обсуждать вкусы, это будет отдельное видео. Здесь я просто хочу указать на уморительную диатию, которая творится еще до того, как церемония пройдет. Думаю, без меня понятно, что VGA — это последнее место, где надо искать лучшие игры в году. Итак, начнем с правил. Хоть Джефф Келли любит полукавить и говорит каждый раз, что он и его команда ни при чем, и что каждый раз голосует народ, даже их сайт призывает напрямую вас голосовать. Посмотрите на это. Условия этого голосования уже вызывают вопросы и недоумения у нормальных людей. Во-первых, есть некое жюри, что определяет номинантов, то есть люди не выбирают из игр 2020 года, а скорее из тех 5, что им дадут выбрать. Копнув глубже, оказывается, что зрительские голоса влияют лишь на 10%. В то время как жюри, что выбирали номинантов, оно же и определяет по большей части победителя. Оправдание, разумеется, кроется в том, что отдай не это голосование полностью под контроль людей, то им можно было бы манипулировать. Игры эксклюзив одной платформы были бы по умолчанию в худшем положении, чем мультиплатформенные, и банально тролли могли бы свести голосование на нет. Почему же тогда голоса вообще учитываются? Вопрос открытый. И если не отдавать 100%, почему хотя бы не 50%? Вопрос риторический, ведь все это пыль в глаза, дабы привлечь больше народу, ведь надо как следует порыться в правилах, чтобы понять вообще, что эти голосовалки ни на что не влияют. Во-вторых, а что из себя представляет это жюри? По словам на сайте, это 95 зарекомендовавших себя в игровой индустрии СМИ, инфлюенсеров и киберспортивных представителей, притом по всему миру. О логическом надломе в этой сфере мы пробежимся быстро. Самое логичное, что в нем есть, это что большинство из жюри это представители штатов. Ну а что? Шоу американское, много игр производится в Америке, вполне логично. Из Европы тоже прилично набрали людей. Но кто-то сразу догадается спросить, а сколько представителей из Японии, то есть буквально из другой главной кузницы игр в мире, как минимум не должно уступать Европе и хотя бы по количеству быть где-то в половину от того, что есть из Америки. Но их только 5. Да. Столько же, сколько из одной Германии. И русского игражура здесь совсем нету. Если это было кому-то интересно, конечно. Но зато здесь есть кто-то из Турции. Поздравляю вас. Но эй, не бойтесь, у этого жюри тоже были связаны руки. Ведь их заставляли выбирать всего по 5 игр, ну максимум 6 для категории, которые выбирали организаторы события. И там порой можно заметить полную безысходность. Но зато Джефф Келли ясно дал понять, что он и его организаторская команда не участвуют в самой выборке. Ха. Как будто это имеет значение, если и ты задаешь рамки. Ну и шутник ты, Джефф. В-третьих, а какие игры могут участвовать? Для этого у них в правилах тоже есть свои пункты. Начало многообещающее, строгое и четкое. Только игры, вышедшие по 20 ноября этого года, могут претендовать на участие в церемонии. Все остальное переносится на 2021 год. Соответственно, игры, вышедшие в декабре прошлого года, могут участвовать в этой церемонии. Тут вроде бы можно и закончить. Но эй, VGA не была бы той клоунадой, которая является без пары глупых отговорок. Сразу же можно заметить 2 пункта. Один про игры-сервисы и другой про Early Access. Ну как, уже почуяли, как пахнет жареным? Про игры-сервисы VGA признает, что многие игры целенаправленно поддерживаются на протяжении времени. Если жюри сочтет нужным, они будут включены в любую из категорий. А категория «Лучшая развивающаяся игра» тут это Ongoing Games. В целом создана для признания, то эти игры до сих пор представляют ценность для игроков. Ну и нафига тогда им давать отдельную категорию, если при этом они могут участвовать везде, судя по тексту, если они сочтут нужным. Далее Early Access.
Каждая игра доступна для общественного пользования до указанной даты, а оно же 20 ноября, может быть выдвинута в номинанты. И опять спихивают на жюри. Иначе говоря, самым адекватным правилом из существующих в этой ахинеи можно сделать вот что. Любой вид бета-теста теперь вполне кандидат на игру года по мнению VGA, притом на протяжении нескольких лет, судя по трактовке. Но не расслабляйтесь, даже эти правила у них нарушаются. Поэтому они все в целом не имеют значения. Завершающий марш-бросок давайте устроим по самим категориям. Напоминаю, мы здесь не для того, чтобы обсуждать качество показанных в категориях игр, а насколько резонно скорее их включение в ту или иную категорию. Кроме одной, это мы отдельно обсудим. С номинациями на игру года все более-менее, но запомните этих ребят, ибо это не просто номинанты на игру года, это всеобщие фавориты, которые будут пихать абсолютно повсюду. И манера подбора номинантов на подозрение похожа и кочует из года в год на Video Game Awards. Где-то 4-5 нахайпленных дорогих AAA проекта, плюс 1-2 инди для отвода глаз. В этом году для отвода глаз у нас есть Аид, он же Hades, который, дай бог, выиграть хоть что-то. Номинация за лучшую режиссуру, иначе говоря, за креативное видение и выборы в геймдизайне. Довольно расплывчатая номинация как таковая, но включенные игры пока в рамках разумного. С нарративом уже начинаются первые логические затыки. FF7 Remake, по сути, перенесла практически всю ту же историю с той самой оригинальной игры 97 года. То есть, если награждать чисто за нарратив, то с тем же успехами не могли номинировать и оригинал. Изменения не столь значительные, и по понятным причинам оригинал имел законченную историю, чем ремейк похвастаться абсолютно не может. Дело дошло до визуала. Новый надлом логики. По правилам Аид, будучи Early Access игрой, мог быть номинирован и в 2019 году. Если с историей, музыкой и геймплеем я еще понимаю, типа они довели до ума, под релизный год, но визуал-то остался прежним. Как это объяснить? Вся графика состоит из потрясных дизайнов Gen Z и тогда и сейчас. Так что разве что-то добавилось? Что-то изменилось? Ответ, разумеется, нет. И честно, кто из этих экспертов в жюри видел что-то дальше Тартара или Асфаделя, которые были еще с самого начала Early Access? Верно, никто. Добавим к тому факт того, что аккуратно в описании они намешали как креативно-стилистическое представление, так и техническое. Несмотря на то, что и тем и другим занимаются чаще всего абсолютно разные люди. И могут быть вполне разобраны отдельно. Но это только начало. Так что этот коктейль еще вполне можно переварить. Лучшее музыкальное сопровождение. Это та самая категория, где я все-таки бы хотел окунуться именно в то, кто заслуживает награду, а кто нет с качественной точки зрения. И где на поверхность вылезает тот факт, что на самом деле эти церемонии награждения не поиск лучшего в своей сфере, а скорее соревнования в популярности. Ближе к делу. Несмотря на то, что музыка в этих играх несомненно хороша, в некоторых случаях даже до жути хороша, но есть две игры, которые построены вокруг целиком музыки. Их центральная тема — это музыка. Саундтрек выстроен с ювелирным мастерством, чтобы вы не могли их забыть. Разговор идет о No Straight Roads и BPM Bullet Per Minute. Я бы зашел дальше и выставил бы только их двоих в этой категории, потому что остальные даже близко к ним не подошли. Но об этом потом. Аудиодизайн. Все чисто. Опять же, подчеркиваю, что они догадались поделить саундтрек и аудиодизайн, но тех исполнение и артстайл за визуал они как-то подзабыли. Лучший перформанс. Вот за что, видимо, Джефф и ребята боялись, когда обозначали, почему обычные пользователи не набирают все на все 100%. А то кабы таланты из эксклюзивов Sony не досчитались бы здесь номинантов. В итоге имеем Аида против 4 претендентов от Sony. Лучшая игра с социальным месседжем и просоциальным посылом. Мы это тихонько пропустим. Лучшая развивающаяся игра. Дальше. Лучшая инди. Ну, тут все чисто. Дальше. Лучшая мобилка. Иронично, кстати, получается, но среди этой пятерки есть засланец-самозванец, который просто стал популярен в этом году, но ни в коем случае не релизнулся в нем. Лучшая поддержка комьюнити. Лучшая отзывчивость к игрокам и поддержка игры регулярными патчами и апдейтами. Стопе. Да это же, блин, то же самое, что и награда за развивающуюся игру, только поиначе изложено описание награды. Да и номинанты почти все те же. Господи Иисусе. Лучшая игра VR. Все чисто. Дальше. Инновации в доступности. Все чисто. Снова дальше. Так, теперь мы дошли до разбивки на жанры. Начинается настоящая жара. Лучший экшен. Награды играм, сосредоточенным на боевке. В итоге в общий котел попали 2 шутера от первого лица, изометрический hack and slash, экшен от третьего лица и beat'em up.
на десерт. Так, экшен-адвенчура. Тут как и open world дрочилки, так и линейный шутер от третьего лица, так и платформер. Ну, хочу заострить ваше внимание на другом. Обратите внимание на Fallen Order. Что он тут забыл? Сравните даты выхода Джедаев и Майлз Моралеса. Последний раз, когда я проверял, Jedi Fallen Order не Early Access и не игра-сервис, чтобы протиснуться в 2020 год, как ни в чем не бывало. Опять как-то пахнет жареным. Стопэ. Это просто правило плавиться в кипящей лаве. Все нормально. Лучшая ролевая игра. Вот тут настоящий адок. Помимо очевидной Persona 5, которая вышла уже в далеком 2016 году, хочу поднять тему, которую решил попридержать как раз до сей момента. Вам не кажется странным отсутствие Demon's Souls? Вышли на старте PS5, как и Morales. По местным стандартам более чем подходит для номинации. Тут игры из прошлых лет с меньшими изменениями-то умудрились очутиться. Или Джефф не признал ни РПГ, или в жюри, когда погуглили демонов, пытаясь понять, что это такое, почему они все говорят, натыкались лишь на оригинал образца 2009 года, на чем благовременно, видимо, и останавливались. Ну не играть же, в Souls игры, как остальные задроты, верно? Ха-ха. Лучший файтинг. Ну тут уже и без моих объяснений видно, в чем проблема. Монтажер Зен? Показать настоящие даты выхода. Да, 2020 год не особо был мил к файтингам, не так ли? Можно спорить сколько угодно, что они такие же ангоинговые игры, и эти куски говна, которым досталось аж по 2 категории, и поэтому они котируются. Но чем больше об этом, тем глубже по коричневым глубинам будет идти этот разговор. И даже спецом не упоминал ММО, что получили в этом году особо крупные аддоны. Оставим это на их совесть. Лучшая семейная игра. Игры, которых в лучшем случае объединяет возрастной рейтинг. Ну, благо хоть вышли все в этом году. Лучший симулятор стратегия. /стратегия. Ну, вы же понимаете, симулятор и стратегия это ж почти одно и то же. Поэтому Flying Simulator тихонько примостился среди 4 стратегий. Очень логично. Это категория, где становится понятно, что игроков считают за полных еб. Лучшие гонки / спортивные игры. То же самое, что и выше. Лучший мультиплеер. Кроме очевидного, все чисто. Лучший создатель контента. Смешали в одну кипу как стримеров, так и ютуберов, судя по описанию. Хотя по мне так, эти люди занимаются разными вещами. Удачи этим представителям абсолютно разных этнических групп и при этом абсолютно незнакомых мне людей. Лучшая игра-дебют, или лучше сказать, лучшая инди 2.0. Все чисто, хотя с тем же успехом они могли быть понятно в какую категорию, просто оказались недостаточно для этого хороши. Дальше идут 6 киберспортивных номинаций, на которые всем по боку. Но задумайтесь, эти 6 категорий очень строго поделены. Игрок, команда, игра, события, тренер и даже ведущий хост. Все удостоились своих категорий. Но мы говорим про ту же церемонию, где не смогли адекватно поделить игры по жанрам. Вот тебе и Video Game Awards. Разумеется, категории расставлены так, чтобы игры крупных издателей так или иначе получили свет прожектора. Иначе кто даст команде Джеффа сочные эксклюзивные анонсы, ради которых эту клоунаду и смотрят? Именно здесь в прошлом году для меня радостным анонсом был Goddamn Super Hero, он же No More Heroes 3, и Bravely Default 2. Еще дальше был Joker Smash, и того дальше анонсировали Bayonetta 3, о которой до сих пор, кстати, кроме того самого тизера ничего и нет. С другой стороны, Джефф достиг своей мечты. Теперь его церемония и правда похожа на Оскар среди видеоигр. Это теперь такой же парад ахинеи, где люди банально надрачивают друг другу по кругу до полного онемения. И дай бог, кто-то один получит награду по заслугам.